У нас не бесконечная запись. Да? Окей. Всем привет! Меня зовут Даша, я рассказываю про книги, и это мои итоги 2024 года. За 2024 год я прочитала 60 книг, и сегодня расскажу вам те, которые запомнились мне больше всего. У меня в издании «Эксмо» «Ветер перемен», за которым я охотилась, и у этих книг просто целое приключение. Их мне доставили из Мурманска с помощью девочки из книжного клуба, и я его очень-очень нежно люблю, но в этом издании я его не читала. Это было спустя, по-моему, пару месяцев после того, как я прочитала, и мне хочется, чтобы сейчас у меня уже чуть подзабылись впечатления, и я прочитаю заново в таком красивом издании. Вот. Также в топе января у меня «Маленький принц», который почему-то в школьное время и в какое-то детское... Эта книга обошла меня стороной. И я прочитала ее тоже в январе, буквально за вечер. Она небольшая, не могла отрываться. И, естественно, у меня тут много закладок, много мыслей, которые мне нравятся. И я не считаю, что эта книга прям супер детская, потому что темы затрагиваются и поднимаются даже как-то косвенно и завуалированно, довольно сложные. И я думаю, что хорошо, что я прочитала ее именно, получается, в 24 года, потому что она просто оставила неизгладимый след в моей душе. Следующая книга, которая вошла в топ моего года и которую я читала второй раз, и она снова вошла в топ, это «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте. Книга, которую я очень нежно люблю. Я читала ее во второй раз, спустя, наверное, года 2 после первого прочтения. И снова это было на одном дыхании. Снова я прожила все эмоции, которые переживала и Джейн, и мистер Рочестер. И для кого-то она кажется сложной и очень сказочной историей, но для меня в этом и заключается изюминка история жизни Джейн Эйр. И поэтому я очень люблю эту книгу, хотя вопросы к персонажам, конечно, безусловно, имеются. А еще у меня в красивом издании, и тут есть даже изображение, не изображение, а иллюстрации. Миллион закладок, к которым я периодически возвращаюсь. Наверное, это одна из немногих, к которым я действительно часто возвращаюсь, перечитываю какие-то моменты, потому что для меня эта книга вне конкуренции. Следующая книга, которую я читала сразу же после Джейн Эйр, это «Овод», это Лилиан Войнич, тоже зарубежная классика, которая в школе обошла меня стороной, потому что у нас в программе ее просто не было, и, если честно, я узнала о ней буквально в том году. Хотя я знаю, что у кого-то в школе они даже были, но в школе я бы точно такое не осилила, но извините меня, это тяжело. Мне понравилась история, но это было интересно. Всю книгу, она небольшая, я читала и злилась, потому что много моментов я не понимала. Вообще про молодую Италию не так много книг и литературы, и даже в интернете найти информацию не так просто. Но здесь мне понравилось. Мне понравилась история жизни самого Овода, история его взаимоотношений вообще с людьми и то, как он преодолевал трудности. Я считаю, что однозначно эту книгу нужно читать всем, чтобы хотя бы сложить свое впечатление об этом персонаже, потому что он, очень неоднозначный. Но книга запала мне в сердце, в душу и вошла в топ буквально из-за последних страниц. У меня здесь не так много стикеров, они в основном синие, а это означает, что я много ревела. Вот, и я ее однозначно всем рекомендую. Обязательно. Весна 24 года началась весьма грустно, потому что она началась с маленькой жизни Ханьи Нагихары. Естественно, я ревела очень много. Буквально на каждой странице я делала перерыв на какие-то либо легкие истории, либо что-то легкое смотрела, потому что такой тяжелой книги я не читала никогда. И у всех очень неоднозначные мнения по поводу этой истории. И я понимаю, почему. Но, тем не менее, это единственная книга, которую я помню от и до, и, естественно, она вошла в топ моего года. Come on! Далее книга, которую я буду советовать всем, даже две книги автора. Это Эдит Ева Эггер, это «Выбор и дар». История самой Эдит Евы Эггер, ее детство, которое она
прожила, пережила в Освенциме очень тяжелые моменты. Она вспоминает, поднимает в этой книге, но очень много мыслей, которые должен прочитать каждый. И книга, которую я действительно рекомендую всем, несмотря на сложность темы. Далее «Вторая жизнь Уве», Фредерик Бакман. Это было мое первое знакомство с автором. Сейчас, когда я прочитала у него чуть больше книг, про которые мне хочется очень много сказать, я скажу, что этот автор гений. Я его обожаю просто всем сердцем и всем рекомендую, потому что то, какие тяжелые темы он поднимает в своих книгах, и как легко и где-то даже с юмором он об этом пишет, это несравненно. Следующая книга — это «Женщина, не мужчина» Итаф Рам. Тоже сложная тема палестинских женщин, их истории жизни, как это происходит. И сейчас, при осознании того, что такое существует в мире, вот прямо в данный момент кто-то живет вот такой жизнью, это, конечно, тяжело, но в книге много мыслей, которые мы можем перенять и на себя, поэтому я очень ее рекомендую, особенно если никогда раньше не читали такую тему. «Мадонна в меховом манто» Сабахатин Али. Безумно красивая история любви со стороны мужчины. В интересном таком формате написано, большая часть книги в формате дневника, который писал сам влюбленный. И то, какие мысли в отношении определенной женщины, в отношении любви к ней здесь описываются, это читать просто услада. Это грустная история, но она однозначно стоит вашего внимания. Дальше книга, с которой началось мое знакомство с новым современным автором детективов, в которого я безгранично влюблена. Это, конечно же, Жоэль Дикер и его «Правда о деле» Гарри Квеберта. Книга, несмотря на ее объем, читается на одном дыхании. За дня за 3, наверное, я ее прочитала, потому что оторваться просто невозможно. Эта серия, и я прочитала уже ее всю. Буквально на днях я закончила 3-ю часть, но про нее расскажу позже. Как вы думаете, какая следующая книга? Конечно же, это «Дело Аляски Сандерс», продолжение «Правды о деле» Гарри Квеберта и уже любимый, такой родной Маркус Гольдман. Книга эта для меня абсолютно наравне с Гарри Квебертом, потому что истории все-таки разные, это разные детективы, но связь у них точно есть, персонажи многие повторяются, и мне книга понравилась точно так же, как и Гарри Квеберта, хотя кто-то любит Гарри Квеберта больше. Мне это непонятно, мне просто нравится Маркус Гольдман. Тут без слов. Это «Скорбь сатаны» Мария Корелли. Мария Корелли. Книга, которая затянула меня буквально с первых строк. Мне очень понравился слог в этой книге, но я читала ее 3 недели. Она, не вот чтобы прям большая, но я не могла. Мне хотелось наслаждаться каждой строчкой, и я не торопилась и не читала прям, я не знаю, по 200 страниц в день. История очень насущных тем, которые и в наше время актуальны. Я считаю, что эту книгу однозначно стоит читать всем. И последняя книга, которая закрывает топ года, это «4 жизни Хелен Ламберт» Констанс Сейерс. Я не знаю, что тут сказать. Кто-то ее очень любит, кто-то ее ненавидит. Мне история понравилась. Конечно, эта книга не для всех однозначно, но я думаю, что нужно точно ее прочитать, чтобы сложить свое мнение о книге и потом спорить. Ты отъехала? Давай, чуть-чуть осталось. Которые запали мне в душу и которые я от души... Я считаю, что 14 книг из 60, которые вошли в топ, это очень круто. И это именно те книги, которые запомнились мне и которые я от души рекомендую. Наверное, кроме «Маленькой жизни». Но в целом вот так вот. Что дальше сказать? Попрощайся со всеми. Спасибо, что посмотрели это видео, и увидимся с вами в следующий раз. Ставишь это обязательно.